Робокоп – американская супергеройская франшиза. У истоков, конечно, стоял суровый научно-фантастический боевик с жесткой социальной сатирой. Но и «Форсаж» тоже когда-то был фильмом про гонки. А чем дальше двигался Робокоп от своего создателя-режиссера Пола Верховена, тем науки становилось меньше, а супергероики больше. Про франшизу и про непосредственно Робокопа мы уже рассказывали в других наших обзорах и видео на канале. Ссылки будут в описании. Чекайте. А сегодня затронем тему одного из противников Робокопа под названием Эд-209. Кто же это такой? Правоохранительный или enforcement дроид серии 209, сокращенно ED-209. Представляет собой тяжело вооруженного робота. Логика, конечно, сомнительна, зачем нужен танк для защиты прав граждан на улицах города. Но если помнить, что первоисточник любил поиронизировать над обществом условного будущего, то все встает на свои места. Отдел безопасности корпорации OCP во главе с Диком Джонсоном разработал робота Эд-209 для патрулирования улиц и поддержания правопорядка, что в большей степени было продемонстрировано в фильме 2014 года, где полчища из таких машин тоже не то чтобы сильно правоохраняли. Короче, Эд — это типичный тупой силовик. Если вам спасти котенка для кого-то, Эд к Робокопу. Если вам защитить кого-либо от котенка, Эд к Эду. При этом котенок будет терминирован. И контраст Эда по отношению к Робокопу выражается в куче деталей. Большая разница в размерах, ограниченность интеллекта и склонности к неисправностям. Все это играет явно не в пользу 209-го. Зато у него пушки большие. Например, во время демонстрации Диком Джонсоном в зале заседаний процедуры Эд-209 разоружения и ареста он не распознает, что Кинни бросил свое оружие и убивает его. Также Эд не может подниматься или спускаться по лестнице из-за особенностей его конструкции. Кроме того, из-за несложности и несовершенства программного кода взломать его смог даже способный и знающий программирование ребенок, что было продемонстрировано в фильме «Робокоп 3». Эд-209 показан во всех основных фильмах о Робокопе, в то время как он отсутствует в прямых выпусках сериала, и в телесериале вместо него есть Эд, но с другим номером модели. В комиксе «Робокоп против Терминатора» было два Эд-209, хотя в сюжете упоминается, что их задействовано 200, которые помогали Робокопу сбивать терминаторов. Помимо фильмов серии «Робокоп», Эд-260 появляется в эпизоде «Волна преступности» мультсериала 1988 года «Робокоп», а также в ряде видеоигр. В феврале 2021 года на свет появился Эд-209 в линейке Moderoid. Да, он является сборной моделью и изначально выглядит как набор плат с запчастями, но все это упаковано в большую, пусть и не сильно красочную, но с весьма приятным дизайном в стиле Робокопа коробку. Помимо продакт-шотов уже собранной модели и ее элементов, на коробке традиционно присутствуют логотипы компании и серии, названия модели и франшизы, и, конечно, куда же без предупреждений и контактной информации на родном японском. А то вы вдруг с гениальной идеей решите обратиться в компанию, а тут вам и сайт, и почта. Пиши не хочу. Открывается коробка сбоку и содержит в себе кучу пластиковых плат с деталями фигурки, из которых она, собственно, и собирается. Инструкция в комплекте присутствует, но полностью на японском. И вот тут вроде надо впасть в панику, но она вполне интуитивно понятная, а редкие предупреждения с легкостью переводит Google в телефоне. Ну а я перехожу к сборке без цензуры. Наслаждайтесь. Класс, мне нравится звук. Мы вставляем эту пидорасину в эту пидорасину, зажимаем вот эту пидорасину между ними. Пока вы составляете примерную картину того, как это все собиралось, от себя добавлю, что на сборку ушло примерно часа 3, и то потому, что кусачки были одни, а рук 4. Правда, не факт, что при наличии 4 кусачек и одной руки процесс бы ускорился. Так или иначе, при наличии 2 светлых местами голов и совершенно понятной местами инструкции, мы таки умудрились собрать 2 левые ноги. Как говорится в древней мудрости, одна голова хорошо, а 2 некрасиво. Так, ну ты преодолела пункт 2. А там сколько всего пунктов? Много. Много. Да.
Синема-хуйня. Синема-хуйня. Так, и мы теперь берем эту штуку И кладем себе в карман. и кладем себе в карман. Прикинь. Фантастика, она собирается. Почти без мочугов. Это плечи. Лети, лети. Такая деталька, таких нужно для шамры. Да, это, наверное, нога. Я так подозреваю, что я как-то вот так.
Найди середину. Я нашла. Там так написано. Если показывай. У меня пространственное зрение выключилось где-то на середине. Тут потом нужна быть мужская сила. Грубая мужская сила. Сломать это все. Да. Как ты догадался? Что смотришь? Что смотришь? Рост малютки Эда в собранном виде составляет примерно 23 сантиметра, а стоимость на момент релиза составляла 8900 йен. Он, как и положено, оборудован тяжелым вооружением, которое располагается в двух руках-консолях. Правая рука оборудована одним 20-мм автоматическим орудием и 3 ракетами с инфракрасной системой самонаведения. Левая оснащена спаренным 20-мм орудием. Также робот оборудован датчиками и камерами, позволяющими ему распознавать потенциально опасные объекты. И в этот раз все тем же 2 местами светлым головам перепутать руки не удалось. И это даже как-то жаль. А то какой бы тогда экземпляр вышел? Левоногий праворук. Limited Edition. Благодаря множеству точек артикуляции модель имеет хорошую подвижность, но по лестницам все равно ходить не получится. Всем привет! С вами Ларри. Вы только что посмотрели распаковку и сборку модели E209 от Good Smile Company.
Если понравилось, не забудь поставить лайк. Я расскажу про ее плюсы и минусы. Мы переходим к оценке. И на самом деле мне в какой-то момент даже понравился этот процесс сборки и наклейки декалей. Прям дзен словила. Инструкция хоть и полностью на японском, но интуитивно понятная. В сложных местах Google Translator помогал отлично. А вот что мне не понравилось, так это проводочки, которые надо было обрезать и воткнуть в микроотверстия. Почему было не облегчить людям жизнь и воткнуть их хотя бы с одной стороны? По итогу я своими клешнями не смогла воткнуть все. Там не хватает одного красненького. Просто потому что если делать это в порядке, указанном в инструкции, то последний проводок надо протащить через клубок уже приклеенных других. И для меня это было, вы поняли. В остальном, очень крутая серия сборных моделей Moderoid. Этот кстати, по масштабу подходит к гудковскому робокопу, которого я обозревала ранее. Ссылочку на ролик я оставлю в описании, чекайте. А я ставлю этой модели оценку вау, потому что проводочки меня реально выбесили. Также я могу его посоветовать к приобретению, но боюсь, что вы его уже нигде не найдете за адекватные деньги. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца и что поставили лайк. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы не пропустить новые выпуски. Заглядывайте к нам в соцсети. Ссылки в описании. И да, в том самом грамме мы тоже есть. А пластиковые сиськи можно заценить на бусте. Мы с вами обязательно скоро увидимся. Хороших вам фигурок. Пока.